Друзья, всем привет! С вами Таня. Сегодня мы с вами приготовим очень простой и быстрый в приготовлении торт без выпечки. Такой шоколадный десерт понравится каждому. К тому же он не только вкусный, но и очень полезный. Готовится из простых и доступных ингредиентов. Такой десерт, как правило, нравится и взрослым, и детям. А если его еще и приготовить вот в такой необычной форме, то также он получается еще и очень аппетитный. Так что, дорогие друзья, давайте же приступим к приготовлению. Для приготовления нам понадобится 500 грамм творога. У меня домашний творог, можно использовать также магазинный любой жирности. Творог перебиваю в кухонном комбайне до однородности, чтобы не было комочков. Если нет комбайна, можно воспользоваться погруженным блендером или же можно просто перетереть творог через сито. Но желательно, чтобы не было комочков творога. Поэтому в комбайне творог я перебиваю очень тщательно. Вот такая однородная масса без крупинок у нас получилась. Далее в отдельную миску я добавляю 2 столовые ложки с горкой какао. И также в сотейник я вливаю 250 мл молока. Молоко довожу до кипения и кипящим молоком заливаю какао. Нам какао нужно заварить. Вначале я добавляю небольшое количество молока, все хорошенько перемешиваю венчиком для того, чтобы какао более-менее растворилось и разошлись все комочки. Как только все комочки в какао разошлись, я добавляю оставшуюся часть молока. Всего в какао я добавила 250 мл молока. При этом для рецепта всего мы будем использовать 500 мл молока. Итак, какао у меня полностью растворилось, и пока я его отставлю в сторону, чтобы оно немного остыло. Тем временем в сотейник отправляем еще 250 мл молока. И также добавляем агар-агар. Я добавляю один пакетик, у меня это 8 грамм. Количество агар-агара также определяйте по инструкции к агар-агару. Кроме агар-агара можно использовать желатин, как быстро растворимый, так и обычный. Желатин используйте согласно инструкции. Обратите внимание, что в отличие от агар-агара его ни в коем случае нельзя кипятить. А вот агар-агар мы отправляем на небольшой огонь и постоянно помешивая доводим его до кипения. Я использую агар-агар, потому что он растительного происхождения и он более полезен, чем желатин. Но это дело вкуса, вы можете использовать любые желирующие компоненты. Итак, я на небольшом огне, постоянно помешивая, довела агар-агар до кипения. Убавляю огонь до минимума и постоянно помешиваю, варю 3 минуты. За это время агар-агар полностью растворится. Итак, масса прокипела 3 минуты. Вот что у меня получилось. И теперь в чашу кухонного комбайна к творогу я добавляю предварительно заваренное какао. И также добавляю агар-агар с молоком. Теперь все тщательно перебиваем блендером, комбайном до вот такой однородной массы. Опять же, обратите внимание, я стараюсь перебить максимально сильно для того, чтобы не было комочков творога. Теперь добавляю сахар. Я добавляю 3 столовые ложки сахара, но количество сахара вы можете регулировать по своему вкусу. Также сахар можно заменить на мед, так будет более полезнее. В результате вот такая масса у меня получилась после дополнительного перемешивания. Торт я буду готовить вот в такой силиконовой красивой форме. И для того, чтобы легко изъять торт из формы, не повредив его, с учетом того, что у меня форма такая довольно-таки сложная, геометрическая, я смазываю буквально небольшим количеством растительного масла без запаха. Можно не смазывать, а в последующем опустить торт в горячую воду секунд на 30 и перевернуть торт. Он также легко выйдет из формы, но единственное, мне не очень нравится такой вариант, потому что торт может немного подтекать сверху, поэтому я люблю использовать вариант с растительным маслом. Вы же можете делать так, как вам больше нравится. Итак, масса у меня остыла, я отправила ее в холодильник до полного застывания, и вот что у меня получилось. Обращаю внимание, что десерты с агар-агаром также застывают и при комнатной температуре, но для ускорения процесса я использую холодильник. Итак, я достала из холодильника, извлекаем из формы. Как видите, торт легко извлекается из формы благодаря тому, что мы его смазали небольшим количеством растительного масла. И торт не повредился.
Вот такой красивый аппетитный десерт у нас получился. Торт получается довольно-таки большой. Он очень легкий, вкусный, воздушный и очень-очень нежный. Особо вкус творога не чувствуется в данном рецепте, потому что мы добавляли какао. Также при желании можно добавить ванильный сахар по вкусу. И в результате вот такая красота у нас получилась. Для приготовления данного десерта вы можете использовать любую форму, которая у вас есть. Не обязательно силиконовую, можно даже использовать просто глубокую тарелку, и получится также красивый вариант тортика. Такой торт можно подавать как в будний день, так и на праздничный стол. Он очень легкий, освежающий, очень вкусный. И главное, что он нравится и взрослым, и детям. Особенно замечательный вариант приготовления такого десерта, когда кто-то из близких не любит творог, но при этом вы хотите накормить таким полезным продуктом, то очень советую попробовать приготовить такой тортик. Например, дети с удовольствием уплетают такие тортики из творога, даже не понимая, что там этот продукт. Так что, дорогие друзья, берите на заметку этот рецепт. Я надеюсь, что он будет вам полезен. Ставьте лайки. Всем заранее спасибо за комментарии, а также отзывы всех, кто приготовит данный десерт. Спасибо, что вы были со мной. Всем приятного аппетита и пока!